Что из того, что ты сейчас сказал на камеру, было правдой? Не знаю. Почти ничего. Офигеть. Сегодня у нас единорост. В проекте «Голос моего поколения» я беру интервью у разных людей. В прошлом выпуске был Тимофей, молодой человек оппозиционных взглядов. Сейчас же мы поговорим со сторонником власти. И это будет удивительный разговор, потому что Кирилл во время официального интервью и Кирилл в неформальном разговоре – два совершенно разных человека. Впрочем, надо отдать ему должное. Мы показали нашему герою отснятый материал, и он разрешил нам показать его целиком. Смотрим! Всем привет, с вами Даша Навальная, и сегодня у нас в гостях Кирилл. Кирилл, привет, пожалуйста, расскажи немного о себе и чем ты занимаешься. Ну, я в основном сейчас занимаюсь тем, что хожу на секцию по карате. Также я создаю с ребятами свою игру собственную на двигателе Unity в жанре Hotline Miami. Ну, это поймут только те, кто наиграли в нее. Также люблю джаз, блюз. Ну, не путайте, это две разные вещи. Ну, так в основном свое свободное время провожу в своем универе, а другое время, которое дома провожу вот именно за вот этими действиями. Спорт, видеоиндустрия, если так это можно назвать, и иногда вот музыкальные такие нотки. А где ты учишься? Можешь рассказать больше про это место? Я учусь в вузе МТУСИ, Московский технический университет связи и информатики. Один филиал находится на Авиамоторной, другой на Октябрьском поле. У меня направление БВТ – это вычислительная техника. Ты программист. Да. Тебя все это интересует очень сильно. И очень часто поднимается тема пакета Яровой. Как ты, как программист, относишься к тому, что какие-то социальные сети и все программисты в России должны отсылать ключи шифрования в полицию, чтобы рассекречивать всю информацию людей? Я считаю, что всякие мессенджеры и соцсети, там люди ведут свой личный образ жизни, как вот и в жизни, как и наяву. И вмешиваться в этот образ жизни, я считаю, это просто неправильно. Я, например, пишу своей маме, как у нее дела, как она поживает, а какой-то мужчина там сидит за компьютером и это все читает и слушает напрямую разговор с девушкой, либо с ребенком, либо с каким-то близким другом, родственником и так далее. И, как по мне, это не очень правильно. А чем ты занимаешься помимо университета, программирования, карате и всего этого остального? Я состою в молодежной организации ГЕР. Это? Молодежная организация при Единой России. И когда ты решил в нее вступить? Буквально недавно меня позвала моя знакомая, старая знакомая с моего двора. Она предложила мне поступить, сказала, что там будет весело, очень интересный актив, много мероприятий интересных. Я пошел и не пожалел, да, очень интересно и весело. А ты решил туда пойти только из-за всяких событий, сборов и людей, в принципе, которые там есть? В основном, да. Чтобы просто побольше проводить времени на улице, узнавать больше о своем любимом городе и проводить время с интересными людьми и веселыми ребятами. Просто ты можешь найти себе круг общения с друзьями и можешь общаться с другими людьми и так далее, но это же все-таки политически основанная группа. Да, конечно. Ты придерживаешься тех взглядов, которые придерживаются все эти люди тоже. Да. Можешь, пожалуйста, объяснить поподробнее про свои политические взгляды и что ты думаешь? Я считаю, что сейчас у нас происходит в стране, это довольно нормально. Можно обсудить, например, насчет поднятия пенсионного возраста. Что могу я сказать? Могу сказать, в основном это правильная идея, потому что в будущем это может обеспечить повышенную зарплату пенсионерам, и что позволит им приобретать или более дорогие вещи, либо даст возможность путешествовать по другим странам, как и делают многие пенсионеры в других странах. Да. Но сейчас пенсия около, в среднем в России, 10 или даже меньше тысяч рублей. Если она будет каждый год подниматься на 2000, шанс ездить за границу даже, это как-то слишком. Мы еще боремся с уровнем инфляции, скорее всего, может быть, когда-нибудь рубль будет
стоить 30. Ну, точнее, доллар будет стоить 30 рублей, а может даже и меньше. Как бы это все зависит от экономики. А что ты думаешь насчет митингов против пенсионной формы? Я думаю, это тоже оправдано, потому что многие люди считают это безобразием. Потому что, как говорится, хоть и пенсионный возраст повышает, но не факт, что многие люди доживут до этого пенсионного возраста. Как бы средний уровень жизни, я не могу сказать, что прям вот так вот резко вскочил, чтобы можно было так же резко и менять уровень пенсионного возраста. Я даже, может быть, считаю, что была бы золотая середина его повысить, но не на 5 лет, а на пару максимум. Это вот прям предел, как по мне. А ты поддерживаешь Путина? Да, я его поддерживаю во внешней политике полностью. А вот тебе сколько лет? Мне 19 год сейчас будет. Вот сейчас 18, будет 19. 18, да. Но ты же ведь всю свою жизнь прожил при Путине. Да. Ты не считаешь, что это довольно много для одного президента? Почему? Если человек способен выполнять свой долг и выполнять его правильно, то почему бы и нет? Каких политических взглядов твои родители? Я не знаю, я не спрашивал. Вы не говорите на такие темы? Нет. Ну, а когда там ты поступил вот как раз в молодежную группу «Единой России», или когда проходили все эти митинги? Они говорят: молодец, хороший мальчик, возьми с палочки пирожок. Они правда говорят? Да. Тебе нравится жить в России? Да, конечно. Ты бы связывал свое будущее с Россией? Да. Абсолютно 100%. Да. Ты как программист... может быть, под старость я бы уехал куда-нибудь в Майами жить. На море. А почему? На море, потому что? Да, потому что, куда-нибудь в Австралию, может быть, уехал жить, потому что у меня мечта есть еще одна, я хочу кататься на серфинге. Как бы уйду в закат, можно так сказать. Я как бы не хочу последствий. Я могу вам сейчас многое рассказать, например, но только не на камеру. Я как бы принимал участие, точнее должен был принимать участие в пропаганде Собянина. Я ездил к нему в штат, у нас как бы партия. От партии мы вот ездили туда. Ну, как бы эта молодежная организация, она как бы отсоединилась от Единой России, но как бы она еще при ней, вот так вот это можно считать. И что я могу сказать? Меня оттуда хотели тернуть и даже из партии выгнать, потому что я начал задавать провокационные вопросы во время провокационных вопросов. И потом девушки, мои знакомые, которые стояли надо мной, и начали вливать кучу грязи в мой адрес, потому что я, например, не разделяю мнение Собянина и его вот этой вот организации. Как бы да, она в основном пошла туда из-за карьерного роста, из-за денег, да, больше не из-за чего. А смысл туда еще идти? Я, например, ты просто теряешь свободу слова, когда туда идешь. Ты теряешь свободу самовыражения, ты не можешь ходить на митинги, ты ничего не можешь делать, ты просто становишься марионеткой, вот и все. И это нормально. Как бы, если ты не с нами, то ты против нас. Да. И сначала шел туда ради веселья, ради интереса. Потом я понял, что меня там заставляют делать, мне навязывают свое мнение, и мне приходится там оставаться, потому что в основном в России, если ты не принадлежишь к какой-нибудь политической партии или вообще никак не связан с политикой, то чаще всего просто многие работодатели и организаторы каких-нибудь великих там мероприятий, они просто положат на тебя свой болт и скажут: вы нам не интересны. А это, я считаю, один из самых таких вот простых или, можно даже, действенных способов продвижения по карьерной лестнице и получения какого-нибудь опыта организатора, там, например, и так далее, который помогает в будущем неплохо так трудоустроиться именно у нас в стране. Но мне кажется, за рубежом это тоже может пригодиться. Учили, как отвечать нужно на правильно провокационные вопросы, там, например, что Собянин это сделал, что Собянин то сделал. Как бы все мы знаем, что он так бы выбирался. Я ходил 9 сентября, стоял рядом с магазином с огромной перчаткой туда на выборы и предлагал людям проголосовать. Также, да, просто один раз ездил туда, там 2 часа стоял как промоутер, давал открытки людям на входе в метро, желал вам доброе утро, просто давал открыточку. На открыточке там выборы 9 сентября, мэр Собянин, вот так вот. Волонтеры — это просто прикрытие.
беспутие. В основном, даже вот, когда люди работали на пикетах с Собяниным, все говорили, что нас учили тому, что нам никто ничего не платит. Мы работаем как волонтеры, мы как дворники, метем дворы ради процветания нашего красивого и благополучного города. Но на самом деле людям обещали просто горы золота. 400 рублей в час, извините, но это хорошая оплата. И где-нибудь график работы 6-8 часов в день, это довольно приемлемо, близко к дому и так далее. И, по сути, тебе ничего не нужно делать, кроме того, чтобы просто агитировать. Так что многие люди клюнули на это, особенно люди молодежь и люди преклонного возраста, пенсионеры, например. Им это очень понравилось. А тебе платят? Чего? У меня как бы там скандал произошел именно с моей знакомой, Да. и она, ну как бы нам не нашли старшину, там слишком много людей набрали, слишком мало точек было, им пообещали город золота, а нам сказали, типа, извините, на вас нету старшего, там какой-то скандал завязался внутри партии, и просто у нас, типа, вот именно мою часть, вот, с которой я состоял, нас просто отлучили от этого. Я поработал 2 часа, и мне так не заплатили деньги за это. 800 рублей не дали? Да, Что 800 такое рублей. А я еще был на одном съезде депутатов, который находится против Парк Победы. Знаете, вот там вот вниз идти, если направо. Единая Россия там, по-моему, находится. Я вот там вот был целый день, защищал, короче, от голодных журналистов стол с едой. Мне за это должны были 1000 рублей заплатить, не заплатили. Но зато я пришел на заседание, там выступал сам Дмитрий Медведев, могу пометить. Да, ну знаете, в чем прикол? Я всем это рассказываю, обожаю эту историю. Я сижу в проходе, меня туда посадили. Что больше всего, что я ненавижу в наших политиках, это то, что они не умеют рассказывать. В них нету таланта, творчества, они не поэтичны, они тупо как зомби читают с листочка, они не умеют рассказывать. Они такое ощущение, как будто в детстве их не учили стихи читать. Вот представьте себе стих какого-нибудь Пушкина рассказывать. «У кого рядов зеленый». Вот так вот, они вот так вот читают, тихо, монотонно, на одной интонации. И что, меня посадили прямо в проходе. Там вот раз ряд, 2 ряд, 3 ряд. Вот посередине сидят депутаты, меня посадили на первый ряд. Там как раз приезжал Медведев, там с охраной, все, его проводили. Я прям, мягко говоря, стоял на уровне вытянутой руки. Ага. Ну и там они разбирали там всякие законы, которые они хотят принять. Там поддерживаем, не поддерживаем, все такое. Ну, я заснул. Ты заснул? Прям напротив Медведева, да, когда он выступал. Знаешь, я как раз, когда сегодня шел сюда, я же знаю твоего как бы отца именно по видеороликам, да, и чем он занимается. Как бы, я часто себе просчитаю правильно, но это очень, знаешь, такая скользкая дорожка, могу сказать, и не факт то, что как бы ты доберешься до нужного русла, не факт то, что ты сможешь именно открыть глаза, потому что у нас менталитет такой в России. У нас люди не пойдут ни на какие митинги, они не откроют свой рот, они не поднимут оружие, не начнут восстание, пока их самих не прижмет. Пока они живут в своем мирке, и пока этот мир их удовлетворяет хотя бы на 1%, пока им не придут к ним домой, говорю, и не перестреляют их всю семью, пока их не лишат там крова, еды и там, не знаю, средств на, ну, чтобы просто существовать, то никто и пальцем не двинет. Это, ну, такой у нас менталитет, вот и все. Это вот как при Николае II, ну, по истории. Потому что было кровавое воскресенье, все такое, люди там просто друг друга топтали ради вот всего этого, потом их просто расстреляли. Просто открыли по ним огонь. И там началась с этого момента, там рядом революция, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что вот такие вот дела, да. Вот смотрю на тебя, любуются мои глаза, конечно. Господи, а родители что? Родители, да, они тоже против. Они, конечно, говорят, они мне очень много историй рассказывают, что у нас тут было в 90-х. Они работали на Черкизовском рынке у меня. Они рассказывали, что там было, как там люди жили, как там убивали, как рэкет был, как люди вешались, как при власти там все было, как вот это все разрушалось, как там Белый дом стояли и так далее. Они все это мне очень часто рассказывают. Они рассказывали, как это пьяница просто взял такой, сказал, вот, типа, смотрите, я вам привожу нового президента будущего, вот это Путин, рад вашему знакомству, у меня все равно на ваше мнение, вот я ухожу, я как бы ухожу, а он будет вот вместо меня, и от вашего мнения ничего не зависит. То же самое было с Собяниным, как бы тоже непонятно откуда из какого-то уголка нашей обширной страны взяли просто неизвестного человека и такой, будешь мэром Москвы, вот и все. Он борется, он просто видит
Например, какой-то губернатор заворовался. Давай-ка мы его, короче, сместим, а поставим на его место другое, скажем, что мы его посадили за решетку. На самом деле дадим ему еще больше денег, он куда-нибудь поедет своей семьей, не знаю, строить себе в Подмосковье огромные виллы, и после этого будет жить припевающий и все молчать, вот и все. Так в основном у нас поступают. Или просто куда-нибудь за границу они уезжают со своей семьей, и там живут, учатся, работают. Потому что то же самое у нас в Думе, основная часть мандатов принадлежит Единой России. Из-за этого в основном как бы последний голос остается тоже за Единой Россией, потому что их большинство, вот и все. А остальные партии, сколько бы они там не мельтешились, сколько бы они бы ни пытались, у них вряд ли что-то получится, потому что просто они не знают, как задеть народ, как их сподвигнуть на что-то. Они это стараются делать, но либо у них просто нету идей, либо нету возможностей в плане финансовых, либо просто они сами этого не хотят, они тоже как бы занимают свою определенную ношу и в нее хотят как-то развиваться, вот и все. Как бы вы знаете, как у нас вообще митинги проходят? Как бы мы должны прийти, сказать, вот тогда-то, тогда-то у нас будет митинг, а вы должны нам его одобрить, если вы нам не одобрите, то мы пойдем на свой митинг. А, раз уж вы хотите свой митинг делать, а разве это не нормально, что мы будем сам митинг делать? Митинг на то, митинг, чтобы он был внезапный и произвольный, чтобы он провоцировал людей на то, чтобы что-то менять, потому что людям это не нравится. Но нет, у нас в стране принято так. Вы сначала приходите, нам докладываете, если нас это устраивает, мы вам позволяем, если нас не устраивает, мы вам не позволяем. И после этого как бы люди такие приходят на митинги, и, например, вот мы митинг устраиваем там, в честь 9 сентября, например. Приходят и начинают говорить, что Путин плохой, там, Медведев плохой, Собянин плохой, все плохие, мы хорошие, мы требуем лучшей власти, мы требуем, чтобы человек, который сидит вот всю мою жизнь, мне 18 лет, и я до сих пор его вижу на престоле, если можно так сказать, и, как говорится, долой Путина, долой президента, но нет, к сожалению, это будет длиться до тех пор, пока либо людям не надоест и не устроится, как кровавое воскресенье при Николае II, либо просто пока он не умрет от старости. Вот и все. И там придет уже другая власть, там уже у кого-то другого из партии приготовят и так далее. Пока, короче, не будет либо революции, либо пока просто люди, ну, наш народ, наше здравомыслящее общество не изменит свои взгляды и не подумает о том, что пора что-то менять в нашей жизни, в нашей стране. Пока что люди всему довольны. Люди довольны тем, что у них есть, они не хотят этого терять. Они просто хотят жить спокойной жизнью. Они создают свой маленький уголок, в котором они живут и которым они довольствуются. Это нормально в нашей стране, это считается каноном. Потому что, извините, но у нас, к сожалению, очень было в последнее время много войн. Не учитывая в Великую Отечественную, а брать дальше. У нас очень полно было войн за рубежом, которые нам просто были навязаны. То же самое развал СССР, когда очень много людей повесилось, когда была коррупция, когда был рэкет и так далее. И люди просто не хотят этого, они хотят спокойной жизни. Они хотят ужасной, нищерской, точнее, жизни в нищете, но при этом они хотят ее спокойной. Они не хотят, чтобы к ним приходили в дом с оружием и расстреливали их детей и жен. Они не хотят, чтобы, например, у них воровали деньги и не давали им, например, просто купить себе кусок хлеба, чтобы они просто вкалывали на работах, пока руки не отвалятся. Нет, они этого не хотят. Они просто хотят жить спокойной жизнью. Они создают свой маленький уголок, в котором они живут и которым они довольствуются. Это нормально в нашей стране. Это считается каноном. Вот так вот.